Привет. Долгожданная третья часть фишек, и мы продолжаем с... В следующих эпизодах мы посмотрим, как правильно контрить шкафчиком бензопилу Бубы, а также рассмотрим перк Ходон. Отмечу, что обязательно быть полностью здоровым. Если вы без Ходона, то Буба всегда успевает прописать вам тычку с М1. И важно знать тайминги, когда именно выпрыгивать. При врезании приоритет хита над станом у Бубы. Но если Буба не врезался и не врезается, тогда приоритет будет у стана. Следующее оружие против Бубы — это флешки и хлопушки. При правильном использовании можно значительно разорвать дистанцию и засейвить спаун. Но старайтесь бросать их так, чтобы Буба их не видел. Нередки те ситуации, когда вас распиливают вместе с палетой. Чтобы избежать таких ситуаций, можно использовать Slow Wall Tag. Но будьте осторожны, вас все равно могут распилить. Так что такой прием больше риск, чем панацея. Против Фредди могу лишь посоветовать запоминать расположение палет, пока вы не находитесь во сне, чтобы знать, где настоящие палеты, если Фредди играет с фейк-палетами. Против свиньи старайтесь не сразу заводить генераторы, если на ваших тиммейтах есть капканы. Дайте им чуть больше времени на поиск ключа или отхил. И да, с неактивным капканом можно выбегать в ворота. Против клоуна просто считайте его банки и не пытайтесь его политлупить. Следующие фишки не особо помогут против сильной Рин, но против среднего игрока могут хорошо помочь. Первая фишка — это флешка. Если правильно угадать, то можно ослепить ее прямо в обилке. А эта фишка связана с поднятием палет. Звук поднятия идентичен звуку перелезания без шифта через палету. И иногда можно фейкануть, что вы перелезли без шифта. Если вы наглухо отбитый игрок, который играет самохильчиком в паблике, тогда следующая фишка для вас. При комбинации с перком Bite the Bullet во время лечения самого себя вы не издаете вообще никаких звуков. Таким образом можно сбить с толку неопытную Рин. Но если у нее в аддонах есть цветок или хоть капля мозгов, то вам все равно крышка.
Способность Легиона контрится многими способами. Некоторые из них стабильные, а некоторые нет. Сейчас же мы рассмотрим фонарики и флешки. При соблюдении таймингов можно изрядно выбесить игрока на Легионе. Также можно прыгать в обратку через палету, но у меня это плохо получается из-за высокого пинга. Еще тут присутствует фактор 50 на 50. Он может вас ударить в анимацию прыжка, а может зафакапиться и не ударить, и ему придется снова прыгать через палету. Вы также можете фейкануть, что прыгаете, но просто отбежать в сторону. Если вы под глубокой раной, старайтесь давать спинку своему тиммейту от обилки Легиона. Но ни в коем случае не зажимайтесь в угол, иначе он просто вас заблочит. При разыгрывании сейва один из вас должен получить удар от обилки и встать в модельку снимающего. Рия! Обратите внимание, как быстро заражает чума своей рвотой. Чтобы избежать быстрого заражения во время чейза, старайтесь подсаживаться под нее. Для тех, кто не знал, красная рвота сбивается станом палеты. При ходьбе пешком или в приседе таймер заражения не тикает. При полном заражении, когда вы взаимодействуете с объектами, вы заражаете их. Это же относится и к предметам. При очищении в последнем фонтане все фонтаны на карте обновляются, а чума получает красную рвоту. Эффект красной рвоты не накладывается друг на друга, а просто обновляется у чумы. Если чума выпила из красного фонтана и у вас на карте осталось 2 чистых, просто выпейте из них и обновите все фонтаны. Далее вам остается просто переждать красную рвоту. Если вы чувствуете, что на вас накоплено 99% стадий, самый надежный способ сбросить его – это получить хит, когда крик несет выжившего на плече. В других случаях он просто сделает вас ваншотным в удобный для себя момент и убьет вас. Когда даете спинку своему тиммейту, всегда бегите за ним. Ни в коем случае не вставайте в проходах, иначе крик просто пройдет сквозь вас, используя свою способность. Против Димона отлично помогает кросс-тег. Рассмотрим пару примеров в лачуге и на ХГ.
Также Crouch Tag уменьшает горизонтальный хитбокс. Если вы чувствуете, что вас пробьют во время прыжка в палету, попробуйте Slow Vault, но такой прием тоже нуждается в таймингах. Если вы находитесь в плохой позиции против Они и знаете, что вы вряд ли его отбегаете, просто прыгните в шкаф и не давайте ему сыграть от земли. Когда Они или Мор используют способности, их коллизия уменьшается. И в момент использования Crouch-Tag они не врежутся в вас, а пролетят мимо. Используйте Crouch-Tag с умом и знайте, что против задротов он вряд ли поможет. Против Они также помогает медленное перелезание, и игра имит его в поломку доски. Но соблюдать тайминги все равно нужно, иначе погибнете. Против стрелка главное правильно подблочить цепь. Держите у себя в голове, что в момент, когда вы будете блочить цепь, ваш тиммейт будет вилять из стороны в сторону. Поэтому грамотно блокируйте и не давайте вытянуть его. Также можно идти вдоль цепи и бонусом сверху слепить фонарем, чтобы стрелок опускал вниз голову. СТБФЛ частый гость в билдах у стрелков. И как вы могли заметить, они не хитуют одержимость, а просто накладывают рану с помощью обилки. Если вы одержимость и у вас full хп, просто не вырывайтесь, когда в вас попадет стрелок с ДБФЛ. Так вы выиграете гораздо больше времени против стрелка, который не хочет бить одержимость. Когда вы наступаете на тропу палача, вы получаете дебаф и даете информацию им. Чтобы этого не произошло, достаточно сесть на корточки и пройтись по ним. Удар от способности палача не проходит через ямы. Популярным таким местом является подвал в лачуге. Также удар может не пройти, если палач будет находиться выше относительно сурва. Сейчас мы рассмотрим два варианта чейза. Классический в лачуге, а также в мейне с тонущего склада.
Так как палач не может пользоваться вертикальной камерой во время способности, против него отлично помогают флешки и фонарики. Ему придется либо отменять способность, либо бить в рандом, либо разворачиваться на 180. Также фонариком можно помогать и тиммейтам, когда их чейзят. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели, и ждите в скором времени следующую часть. Прошу прощения, что видео выходило слишком долго. Просто найти мотивацию очень сложно, и делаю эти гайды через силу. Все, всем пока.不必舉世轟動，不必天野日空，不要喝彩起哄，付出一切將目標準確命中，更偉大成功，靠你真正力量，在你心中你是你偶像。靠你心裏力量，沒有襟章去為你頒獎，仍然值得敬仰，亦無需改變立場。威風只因某某力捧。怎算英雄？世上誰亦能情威風，半秒鐘，不必舉世轟